В ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге были расстреляны 11 человек. Последний русский царь Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, 5 их детей и 4 слуг. Эта казнь с самого начала была окружена недомолвками и тайнами, и ее реальные обстоятельства стали известны широкой публике только много десятилетий спустя. По официальной версии, в марте 1917 года император Николай II под давлением собственных генералов и политиков отрекся от престола за себя и за сына в пользу своего младшего брата Михаила. Михаил трон занять не пожелал, и русская монархия таким образом пала. Поначалу Николай рассчитывал уехать подальше от Петрограда, лучше всего в любимый Крым. Были планы эвакуации в Англию. Король Георг V был его двоюродным братом. Монархи приятельствовали с детства и были настолько похожи внешне, что на совместных фотографиях их трудно отличить друг от друга. В общем, предполагалось, что англичане не откажутся приютить царя и его семью. Временное правительство, пришедшее к власти в результате февральского переворота, вроде бы было на это согласно. Но кроме него в революционном Петрограде еще действовал Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Эта организация объединяла революционеров и политиков левого толка и претендовала на высшую власть. Новость о том, что Романовых могут отпустить за границу, в этой среде вызвала взрыв ненависти. Исполком потребовал чрезвычайных мер – отправки комиссаров на станции и выставления постов на вокзалах. Под нажимом Петросовета Романовых было решено арестовать. Англичане тем временем не проявили никакого энтузиазма по поводу свергнутого царя. Они заявили, что реально его жизни ничего не угрожает, а вот если принять его в Лондоне, то могут начаться политические осложнения. Представители Британии готовы были спасать украшения Романовых, многие из которых сейчас хранятся в коллекциях членов королевской семьи. Но самих Романовых спасать были не готовы. От планов отъезда в Англию пришлось отказаться. 21 марта 1917 года семья Николая II была арестована в Царском Селе. Под стражу были взяты жена Александра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сын Алексей. Причем арестовал домочадцев императора генерал Корнилов, будущая икона Белого движения. В тот же день генерал Алексеев, тоже будущий видный деятель Белой гвардии, объявил самому Николаю, что он арестован. На следующий день Николай приехал в Царское Село. Временное правительство состояло из представителей левых партий, но природа революции такова, что всегда найдется кто-нибудь левее и кто-нибудь радикальней. Умеренные быстро теряли контроль над обстановкой, реальные симпатии революционного актива перехватывали радикалы из Петросовета. До июня семья императора жила в Царском Селе. О том, где находится Николай, в Петрограде хорошо знали. В городе было много желающих его банально убить. Поэтому было решено на всякий случай переправить бывшего царя в Тобольск. В Сибирь он ехал поездом с символикой Красного Креста, причем на всякий случай японского. Шторы на окнах были задернуты, а поезд останавливался только на совсем безлюдных полустанках. Крупные станции, проходя без остановки. Власти опасались эксцессов. Кроме Николая, в Сибирь отправились его тюремщики и, разумеется, семья, а также более 40 придворных и слуг. В сущности, этих людей можно было назвать друзьями семьи. Никакие формальные обязательства их с Николаем уже не связывали. Они остались с ним добровольно, некоторые до самого конца. В Тобольске Николай и его семья заняли дом бывшего губернатора. Отношение охраны постепенно ухудшалось. Семье урезали паёк, возникали конфликты с местным солдатским комитетом. В следующие месяцы Николай провел относительно спокойно. В центре страны шла отчаянная борьба за власть. Постепенно разгоралась гражданская война. Большевики чрезвычайно не хотели потерять бывшего императора с семьей где-нибудь в хаосе и неразберихе. Риски были разнообразными. Николая могли освободить какие-нибудь доброжелатели, а могли и наоборот убить без приказа. Реакция других стран на любой из этих вариантов могла быть непредсказуемой. В апреле 1918 года в Тобольск приехал большевик Константин Мячин с указанием вывести Николая для суда. Мячин до революции был профессиональным боевиком под кличкой Фин, участвовал в нескольких терактах и громких ограблениях. Теперь ему поручили деликатное дело. Лев Троцкий собирался организовать большой показательный суд над царем и транслировать судебный процесс на весь мир. Ленин, по одной из версий, был не против. По другой, активно этому противился. И логика в этом была. Временное правительство уже попыталось организовать комиссию для расследования преступлений царского режима.
Редактором ее отчетов, кстати, назначили поэта Блока. Никаких особенных преступлений эта комиссия обнаружить не смогла. И есть некоторая вероятность, что Ленин опасался того же, что на международном уровне суд над царем будет выглядеть бледно. Сам Николай полагал, что от него потребуют подписать Брестский мир с Германией. Однако это большевики сделали и без него. А вот для открытого судебного процесса он был, само собой, необходим. Строго говоря, решение суда по поводу Николая было заранее известно. Его гарантированно казнили бы. Скорее всего, его судьбу разделила бы Александра Федоровна. Однако детям и слугам даже в рамках революционного правосудия предъявить было нечего, и по итогу публичного разбирательства они остались бы в живых. Однако судьба распорядилась иначе. Мячину пришлось для начала усмирять другой революционный отряд, который хотел линчевать Николая на месте. Однако ситуация явно выходила из-под контроля. Отряд революционеров с Урала все-таки попытался убить царя, и его с трудом удалось вывести из города кружным путем. Для того, чтобы Николая с семьей пропустили хотя бы в Екатеринбург, потребовались переговоры Свердлова, председателя Всероссийского Центрального исполнительного комитета, с Уральским советом. Уралсовет представляли люди, радикальные даже на общем фоне революционной России. Военный комиссар Уральского облсовета Голощекин, бывший зубной техник, настоял перед Лениным и Свердловым на переводе Николая именно в Екатеринбург. Причем уральцы угрожали убить монарха, если его попробуют у них отобрать. В конце концов, Москва пошла на компромисс. 30 апреля 1918 года царскую семью привезли в Екатеринбург. На вокзале уже собралась взбудораженная толпа. Мячин окружил поезд вооруженной охраной и с большим трудом сумел передать своих узников Уральскому совету. Сделать это на вокзале было невозможно, поэтому поезд отделили от толпы другим составом, а Романовых под шумок увезли на соседнюю станцию. Оттуда Николая, его жену и дочь Марию перевели в дом инженера Ипатьева. Вскоре к ним присоединились остальные дети. Здесь с семьей Николая остались лишь несколько слуг. Врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов с поваренком, камердинер Алоизий Труп и горничная Анна Демидова. Режим содержания дополнительно ужесточили. Он стал просто издевательским. Девушки спали на полу, потому что кровати не выделили. Охрана грубила заключенным, воровала у них еду. По сравнению с Тобольском это была уже не ссылка, а тюрьма. Теперь решался вопрос о дальнейшей судьбе Николая и семьи. Москва все-таки предпочла бы суд. Однако ситуация в стране менялась стремительно. Гражданская война развернулась в полную силу. В Сибири разгоралось восстание Чехословацкого корпуса. Показательный процесс можно было бы провести в Екатеринбурге, но теперь уже сам город оказался под угрозой захвата чехами. В середине июля председатель Уральского совета Белобородов, военный комиссар Голощекин и узкий круг исполкома Уралсовета самостоятельно приняли решение расстрелять Николая, его семью, слуг, за исключением поваренка. Уралсовет начал целую сложную интригу. Во-первых, Николай получил записку, спрятанную в пробке от бутылки молока. Писали якобы доброжелатели на французском языке и предупреждали, что скоро будет организован побег. В письме царя просили сделать чертеж помещения, где держат заключенных, и сообщить о режиме дня. Николай ничего не предпринял, только ответил, что помочь ничем не может. Он оказался прав. Письмо прислали сами революционеры, чтобы получить повод для расстрела. Незадолго до казни комендантом Ипатьевского дома назначили Якова Юровского. Юровский начинал как боевик Еврейского рабочего союза, потом примкнул к большевикам, распространял агитационные материалы, но был раскрыт и бежал в Берлин. После революции он, благодаря дружбе со Свердловым, занял важное место в иерархии уральских революционеров. Это был человек решительный, не видевший никакой проблемы в расстреле не только царя, но и его детей. Последний финт Уралсовет совершил прямо перед расстрелом. Вечером 16 июля 1918 уральцы послали официальный запрос в Петроград. Так, мол, и так. По военным обстоятельствам суда ждать не можем. Если Ленин против расстрела, пусть сообщит. Телеграмма ушла в Петроград, хотя все правительство, включая Ленина, к тому времени давно сидело в Москве. Расчет, вероятно, был на то, что пока там разберутся, пока передадут, дело уже будет сделано. Что это было? Самодеятельность группы радикалов или сознательная попытка на всякий случай снять ответственность центрального руководства партии? Этого мы уже не узнаем. Буквально за считанные часы до этого Ленин приготовил и не успел отправить телеграмму для прессы, в которой опровергал гибель Николая. Известно, что уральцы свой план расстрела утвердили еще 13 июля. Белобородов и Голощекин отдали Юровскому приказ об убийстве. Незадолго до казни
казни поваренка отослали из Ипатьевского дома. Больше никто из узников не выжил. Юровский оставил подробные воспоминания о расстреле. Он задействовал группу местных чекистов. В полночь 17 июля он вместе со своей расстрельной командой вошел в дом. Юровский разбудил доктора Боткина и заявил, что в городе неспокойно. Возможно, будут стрелять, и надо перевести заключенных в безопасное место, в полуподвал. Полуподвал представлял собой комнату в 24 квадратных метра. Маленькое окно было закрыто крепкими двойными рамами и металлической решеткой. Всех заключенных поставили около дальней стенки. Николай и семья полагали, что речь об их же безопасности. Никто не пытался ни сопротивляться, ни обсуждать распоряжения. Затем в полуподвал вошел Юровский с командой палачей и сообщил, что Совет Урала постановил гражданина Романова и его семью расстрелять. Николай успел спросить: «Что?» Это были его последние слова. Юровский и его подчиненные начали стрелять. Стреляли не очень точно. Когда перестали, оказалось, что 6 из 11 жертв еще живы, а горничная Демидова даже не ранена. Царевича Алексея пришлось добивать. Всего в него выстрелили 11 раз. Демидову докололи штыками и забили прикладами. Она умерла последней. Княжне Ольге было 22 года, Татьяне 21, Марии 19, Анастасии 17, царевичу Алексею 13 лет. Тела начали выносить на улицу и грузить в кузов машины. Носилок не взяли, поэтому натянули простыню на оглобле. Охрана начала растаскивать вещи убитых, но Юровский сумел призвать революционеров к порядку. Грузовик поехал за город к заброшенной шахте. Юровский потом писал, что у девушек в корсетах обнаружили спрятанные драгоценности. И именно по этой причине и возникли сложности с расстрелом. По его версии, пули отскакивали от бриллиантов. Одежду сожгли, обнаженные тела побросали в шахту. Затем Юровский сбросил вслед несколько гранат. Однако тела оказались укрыты очень ненадежно. Юровскому велели достать трупы из шахты и уничтожить. Он искал какое-то место не на виду, чтобы избавиться от останков. Копали яму, кто-то ее увидел, пришлось искать дальше. Грузовик с трупами застревал в грязи. В итоге яму все-таки вырыли, облили тела серной кислотой, закопали. На могилу набросали шпал. Поверх навалили сучьев и бревен и заровняли грузовиком. Днем 17 июля председатель Уралсовета Белобородов послал телеграмму Свердлову. Он сообщил, что в Екатеринбурге вскрыт белогвардейский заговор с целью освобождения царя и семьи. И поэтому по постановлению Президиума областного совета Николай расстрелян, а семья эвакуирована. Фактически Уралсовет ломал комедию. На следующий день в ЦИК постфактум признал решение правильным. Сейчас расстрел Романовых кажется чуть ли не главным событием гражданской войны, но тогда он прошел почти незамеченным. Ленин и Свердлов в тот момент были озабочены тысячей других вопросов. Гражданская война стремительно набирала обороты. Большевики вели внутреннюю борьбу за власть с эсерами. В конечном итоге смерть Николая II оказалась удобна и красным, чья проблема решилась сама собой, и руководителям белых, с которых могли спросить за февральский переворот, и даже бывшим союзникам по Первой мировой. После того, как Екатеринбург заняли белые, началось первое расследование гибели императорской семьи. Белые, особенно сибирские, вопреки стереотипам, сами были далеко не монархистами. Закончить расследование они не успели, следователь потом доделал его уже в эмиграции. Хаос гражданской войны сам по себе плодил слухи, а любую информацию превращал в мутную и недостоверную. Понятно, что вокруг такой истории не могло не возникнуть конспирологических версий. Самый известный сюжет – это, конечно, чудесное спасение младшей княжны Анастасии. Самозванки под этим именем в следующие десятилетия появлялись регулярно, их было 2 десятка. Их разоблачали бывшие члены царской свиты, иногда не менее сомнительные. Были и другие версии, на любой вкус. Кто-то настаивал, что Николай спасся и скрылся. Кто-то, что он был убит еще в феврале 17-го при перевороте. И даже документ об отречении поддельный. В 2000 году Русская Православная Церковь канонизировала царскую семью как новомучеников. Официальная версия такова. По данным генетической экспертизы, все 11 заключенных Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны. Мясорубка гражданской только раскручивалась, и в ближайшие годы предстояло погибнуть миллионам.